Всем привет! Меня зовут Оля, и сегодня ровно год, как я делаю видео про фронтенд разработку. Вернее, видео я начала делать позже, но сегодня ровно год с тех пор, как я начала увлекаться IT, программированием, разработкой игр и всем вот этим вот делом. И в этом видео я хочу с вами поделиться своим прогрессом и тем, чему я научилась за 1 год в IT. К чему я пришла, к каким выводам и вообще про свой путь немножечко рассказать. Итак, после того, как я поступила на свой курс по фронтенд-разработке и получила диплом, про это у меня есть отдельное видео, можете его посмотреть. И после того, как я получила диплом фронтенд-разработчика, который дает право на работу в этой сфере, я была уверена, что я буду этим заниматься и что я хочу этим заниматься. Один из таких вот важных моментов, которые произошли со мной за год в IT, это то, что я поняла, что я не хочу работать в IT. IT мне очень интересно, мне нравится создавать игры, мне нравится даже создавать сайты, работать над какими-то проектами, но я поняла для себя, что я бы не хотела работать в этой сфере. Мне это интересно чисто как хобби, как какой-то движ, как возможность для саморазвития, для реализации каких-то идей, которые раньше мне даже в голову не приходили. И что самое странное, это то, что я раньше, до того, как я поступила на этот курс, даже не знала вообще, как работает интернет. И я сделала такой колоссальный, шаг во всей этой сфере, потому что теперь я могу не только делать игры, сайты, я могу даже написать какую-то программу или создать приложение. И я считаю, что это огромный прогресс я совершила за 1 год, и я очень горжусь собой. Для начала следует сказать то, что с тех пор, как я начала, в принципе, вливаться в IT-сферу и именно в среду фронт-энд-разработки, я сразу же почему-то меня потянуло в сторону создания видеоигр. Даже моей дипломной работой при получении диплом при прохождении курса по фронт-энд разработке моей дипломной работой была игра. И я даже особо об этом не задумывалась, потому что для меня это все слилось в какую-то единую вещь. Фронт-энд разработку я не сильно отличала от гейм-девелопмента. Теперь же я их разделяю довольно серьезно, и я поняла то, что гейм-девелопмент мне интересен больше, чем фронт-энд разработка сама по себе. В этом видео я не буду показывать свои работы, которые я уже показывала в своих предыдущих видео о прогрессе во фронт-энд разработке, но я покажу те, которыми горжусь больше всего. И так, я создала 2 игры, которыми я очень сильно горжусь, потому что, во-первых, мне очень нравится, как они визуально выглядят. Во-вторых, их было сделать так сложно. Они помогли мне изучить и понять JavaScript, потому что получается, что я целый год изучала JavaScript. В нашем курсе у нас было, естественно, изучение JavaScript, входило в сам курс, в программу обучения, но после того, как я завершила свой курс по фронтенд разработке, я не знала JavaScript. То есть я знала основы, но я могла что-то написать, то есть я использовала JavaScript для своей дипломной работы, при этом я не чувствовала себя уверенно в JavaScript, и я не чувствовала, что я до конца понимаю, как работает этот язык. То есть я знала переменные, я знала, что нам там давали, какая-то базовая информация, for else, еще что-то, но я не была прям fluent in JavaScript. И у меня ушел год, на самом деле, на то, чтобы уже прям уверенно стоять на ногах, что касается этого языка программирования. Я закончила курс от Scrimba, про который я тоже рассказывала в каком-то из своих видео. Этот курс мне больше всего понравился. Я также смотрела множество различных курсов на YouTube про JavaScript, про HTML, про CSS. Я даже сделала свое собственное видео про основы HTML, про основы CSS я так и не сделала видео, но, наверное, уже и не буду делать. За прошедший год я сделала 8 я насчитала видеоигр, которые я создала полностью сама, но из них несколько, 3 или 4 игры, по-моему, 3 игры. 4 игры из этих 8 я сделала в движке GDevelop. Это бескодовый движок, вернее, там нету кода, там такая какая-то, я не знаю даже, как это назвать, какая-то адаптация кода, упрощенный очень вариант. И там я сделала игру, на самом деле в этом движке, хоть и на бескодовой, я сделала то, чем я горжусь больше всего. Я сделала свою игру про гнома. Я сделала очень прикольную игру. Какая еще там была игра?
Я сделала еще 2 игры, но, естественно, больше всего я горжусь игрой про гнома, которую я сделала к Новому году, потому что она огромная, у меня ушло на нее очень много времени, но это было так увлекательно, мне очень понравилось работать над пиксель-артом, я бы хотела больше углубиться в состояние пиксель-арта и даже пиксельной, ну не пиксельной, а вот этой музыки, именно которая используется для пиксельных видеоигр, она очень специфическая. За этот год также я познакомилась с одной девушкой, она мне написала в Инстаграме и предложила сделать совместный проект, и мы начали над ним работать. Блин, это на самом деле, наверное, понравилось мне больше всего, хотя это был мой первый проект работы в команде над каким-то IT-продуктом, и он, я так думаю, не увенчался успехом, потому что особо это уже все не двигается никуда. В основном из-за меня, потому что у меня нету времени вообще нету времени на этот проект, из-за того, что я сейчас работаю 5.2, и когда я начинала свой путь в IT-разработке, я не работала 5.2, и я могла полностью посвящать себя изучению, созданию чего-то, еще что-то. А теперь мне очень сложно совмещать это с работой, и это получилось такое хобби, на которое я трачу, ну, может, 2 часа в свой выходной. И, естественно, у меня уже нету времени столько и возможностей что-то новое изучать. А в этом деле столько всего, что нужно изучить, и столько всего, что я бы хотела изучить, и столько всего, что мне нужно изучить, чтобы создать то, что я хочу создать, что это уже не то чтобы не представляется возможным, но это просто очень сложно. Поэтому этот проект, над которым мы работали вот с этой девушкой, работаем технически до сих пор, но я уже даже не знаю. В общем, она мне написала в Инстаграме и предложила сделать какой-нибудь проект для портфолио, просто вместе над чем-то поработать, и я сразу же сказала: да, окей, супер, конечно, давай что-нибудь сделаем. Мы созванивались по видеосвязи, не знаю сколько раз, много раз. Сначала мы создали в фигме страницы. Это был многостраничный проект, где есть главная страница, с которой можно перейти на другие страницы. И это должен был бы быть что-то вроде сборника с эстетиками. Есть основная страница, которую должна была я сделать, я ее так и не закончила даже в фигме делать проект, с которой можно перейти на страницы Я делала Goblin Core, она делала Dark Academia, потом я делала Cottage Core, и она делала про какую-то еще, не помню, эстетику про инженерию или про науку, что-то такое. Вот, это должен был быть сборник с эстетиками. Мы закончили работать в фигме, создание вот этих вот страниц всех. Потом мы перешли к Next.js. Мы решили делать этот проект в Next.js. Она помогла мне по видеосвязи тоже установить Next.js. Что-то еще там надо было установить. И через VS Code в GitHub мы подключили так, чтобы можно было совместно туда выкладывать. В общем, мы совместный репозиторий сделали, все такое. Она мне совсем помогала. Она работает буквально фронт-энд-разработчиком, при этом она учится еще в университете на кого-то. Ты это смотришь, привет. Вот. И не знаю, чем закончится этот проект. Это все началось где-то в феврале или в марте, а сейчас у нас 2 июня. Я не знаю, закончим мы этот проект или нет. Было бы здорово, если бы мы закончили, но не знаю, сейчас со временем все очень сложно. И вот так удивительно сложилось, что ровно год назад я поступила на курс по фронт-энд-разработке, потом получила диплом и начала вот это все делать, а сейчас я поступила на курс инженера-сметчика, и я сейчас учусь на инженера-сметчика, тоже получается, ровно через год после фронт-энд-разработки. И как раз где-то к ноябрю я закончу и получу диплом инженера-сметчика, и тоже сниму видео о том, как я стала инженером-сметчиком, и такое забавное совпадение. А потом еще через год я сниму мой год прогресса в инженерно-сметческом деле. За год в IT также я поняла, что сначала мне казалось то, что я знаю плюс-минус все. Потом в какой-то момент я поняла то, что я не знаю вообще ничего. И потом я начала понемножечку обрастать знаниями, и теперь я могу с уверенностью сказать, что я знаю чуть-чуть. Я знаю чуть-чуть что-нибудь. Я могу делать простые сайты, я могу именно создать какой-нибудь рабочий сайт на HTML, CSS и JavaScript. Я также могу сделать это в Figma, в Tilde. С где-то начала 2024 года я больше занимаюсь именно гейм-девелопментом, поскольку я не хочу работать в IT. И у меня уже есть работа, которую я не хочу бросать, мне нравится моя работа.
и я не рассматриваю варианты уйти в IT вообще. Тем не менее, я все еще занимаюсь IT, потому что просто вот мне это интересно. И заниматься этим ради интереса в сторону фронтенд разработки я это рассматриваю только как изучение и вот занятие фронтенд разработкой, именно фронтенд разработкой, как реализацию своих собственных проектов. Я опять на полу сижу, если что. Я во всех своих видео сижу на полу, хотя, я думаю, можно сказать. У меня очень много планов про IT, и в планы все еще так и не входит поиск работы, я вообще не планирую работать. Даже, ну, естественно, я бы хотела зарабатывать на IT. Например, если бы я сделала какое-то приложение, я бы хотела на нем как-то зарабатывать или еще что-то. Но, опять же, это не первостепенная для меня задача. Мне просто хочется что-нибудь сделать, что-нибудь вот создать для себя, какое-то приложение, еще что-то, и чтобы другие люди им пользовались. За мой год в IT на самом деле столько всего произошло именно в рамках IT, именно в контексте вот этого всего изучения, создания чего-то. Я начала делать вот эти вот видео про IT-разработку, я познакомилась с кучей разных людей из интернета. Много людей в комментариях мне писали, что если у тебя возникнут какие-то сложности, можешь обращаться. Это было очень мило. Многие люди писали свои истории о том, как они начали изучать IT и почему. И это все было так интересно, потому что я как будто бы нашла какое-то сообщество, в котором нас объединяет всех вот этот вот интерес к IT. И многие из тех людей, которые в том числе и на меня подписаны, еще что-то, они не профи в IT, а они именно те, кто вот начинает свой путь, и я тоже начинаю свой путь, и мы все такие, типа, сидим и начинаем свой путь, и это было очень здорово. Очень приятно было читать эти комментарии, и я думаю, это во многом помогло мне не забросить мое изучение IT, потому что я периодически делала эти видео, и периодически были люди, которые писали: «Ох, спасибо, что ты делаешь эти видео, они очень вдохновляют меня тоже продолжать изучать IT», и меня вдохновляло изучать IT, то, что этих людей вдохновляли мои видео, и так получается, что всем это в итоге помогло, и, в общем, я очень рада. Да. Пишите в комментариях свои истории IT, как вы вообще пришли к этому, работаете ли вы в IT, либо так же, как и мне, вам это не интересно как работа, интересно как хобби, и вообще можете поделиться каким-нибудь прогрессом и своими какими-то апдейтами по программированию. Я продолжу делать видео про мой прогресс по фронтенд разработке, мой прогресс в гейм-девелопменте. Это видео я просто хотела сделать, потому что, получается, моя годовщина сейчас, моя IT-годовщина подошла, и мне хотелось как-нибудь обозначить этот период и как-то для себя, чтобы тоже понимать, прийти вот к каким-то выводам. Я написала огромную целую страницу в своем ежедневнике, посвященную тому, что я прошла вот этот путь целого года изучения в IT и программирования, и как это на меня повлияло, и все такое прочее. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что ваш прогресс в IT-разработке будет таким же насыщенным или даже более насыщенным, чем у меня. Я надеюсь, что никто ничего не забрасывает, если вы не хотите. Если вам это больше не интересно, и вы поняли то, что вы не хотите больше этим заниматься, я хочу, чтобы вы не думали о том, что это зря потраченное время, потому что любое изучение, любые какие-то новые знания — это всегда зарядка для мозга, это всегда полезно и здорово узнать что-нибудь новое. Также вот из планов на следующий год — это научиться наслаждаться процессом изучения, получать удовольствие именно от процесса изучения, потому что в IT без изучения никуда. Тебе постоянно нужно что-то новое учить, что-то узнавать постоянно, напрягать свои мозговые извилины именно в плане того, чтобы понять, как что-то работает, узнать что-то новое. И если ты не наслаждаешься процессом познания чего-то нового, то очень сложно в целом будет наслаждаться IT. Вот что я поняла, и над чем мне определенно стоит поработать. Блин, надеюсь, этот цвет не выглядел супер странно. Ой, слышали, как у меня спина хрустнула? Просто захотелось немножко какого-то чего-нибудь интересненького. Вот так бы выглядело без света. Тоже норм.